Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Всем привет из Севастополя. Меня зовут Ирина. Я снова с вами, снова со своей коллекцией цветущих орхидей. И сегодня я вам покажу новые распуски. Перед вами две очаровательные принцессы, белая и розовая. В каком-то видеоролике раньше я вам показала, когда было один-два цветочка, а сейчас эти две орхидеи в полном распуске. Это два подростка. Вот еще они такие небольшие, имеют розеточки, которые были куплены летом 23-го года. И розовая принцесса, у нее еще есть номер 06116, или ее еще зовут Белла, цвела в том году, зимнее цветение. Сейчас у нее второе уже цветение в жизни. А белая принцесса зацвела впервые в своей жизни. Цветочки размером у белой принцессы 9 сантиметров, у розовой 8. И когда я вам показывала распуск первых двух цветочков, они были намного меньше. Но с развитием цветоноса и распуском бутонов цветок увеличился в размере. Вот такая у нее особенность. Белла распустилась также, немножко подросла. Не сказать, чтобы она прям сильно выросла, но у нее разворачивается очень красиво губа. Вот она в таком виде, видите? Вот-вот и распустится последний цветок. Вот так красиво. Веер. А губки, которые ее очень украшают. Обе орхидеи растут в закрытой системе. Грунт, который я использую, если кто первый на канале, у меня грунт кора, на дно керамзит, и с корой я использую мох, циафлору и сверху кокосовый субстрат в качестве мульчи. Вот так. Красивые каскады. Красиво, конечно, укладывает. Мне нравится. И цветок виден, и аккуратно расположение цветов друг на друга. Следующая красавица перед вами — это биглип, радужный единорог. Азиатский, купленный подростком в размере 2,5. Также в 23-м году, сейчас и у него второе в жизни цветение. Вот такой красавчик крупноцветковый. За эти два цветения, что я могу сказать, что вот как и первое, так и второе цветение, он делает маленький шаг между цветочками. А цветы крупные. Цветы могут быть до 10 сантиметров. Сейчас у моего 9-9,5 сантиметров. По цвету он хамелеон. Вот даже видите, на одном цветочке видно игра цветов. От пастельных, нежных, таких персиковых, до нежно-желтого, с переходом в розовые оттенки, в лиловые. И вот такое, как вот бархатное напыление у него. В прошлом первом цветении он у меня цвел более интенсивно розового цвета. И вот губа у него была более розовой окраски. Сейчас более белая.
Еще из отрицательных свойств, ну, как по мне, он сильно выгорает. Практически вот светло-светло-розовый цвет. Поэтому рассчитывайте на это, что не будет вот интенсивно видно такой красивый радужный оттенок его цветов. А само растение неприхотливо, для биглипа очень пока компактная розетка, аккуратненький. Пересадила я его в двойной горшок. Вот, все хорошо. Даже пересаживала, я вам рассказывала, с цветоносом. Цветонос не замер, отлично развился и зацвела орхидея. В посадке у него я, кстати, применила фитиль. Фитиль в двойном горшке и в закрытой системе мне нравится. Кто-то мне сказал, что ножки не пережимают. Вот, посмотрите. Ножки у многих горшков не доходят прям до конца, до дна нижнего горшка. Видите, есть щель. Поэтому мне просто зрительница написала, что фитиль пережимается ножками и, ну, бесполезно. Вот, ну, замечание, в принципе, нормальное, я считаю, конструктивное. Да, там у него есть маленькие щели в дне горшка. И такой не пролезет шнур, то есть надо разламывать. Ну, возможно, да, возможно, и в следующий раз можно и поломать. Хотя, вот я вам показываю, не садится до самого дна внутренний горшок. Здесь есть вот такой борт, который как раз придерживает этот горшочек на этих вот ребрах жесткости. У меня получается показ и цветущих, и заодно я вам свои из практики показываю интересные случаи. Ну вот также хорошо фитиль. Вот я впервые попробовала фитиль на реанимашках, на восстановлении орхидей, которые потеряли корневую систему. Это зимняя вишня, я вам показывала, как она, я ее поставила на фитиль. Вот двойной горшок, просто вот она у меня здесь вот так вот. И наливаю ей воды, получается, до, вот даже виден уровень, то есть до вот этого горшочка, где орхидея растет, до внутреннего горшочка, то есть только в кашпо. И фитиль потихоньку подтягивает воду. Очень хорошо наросла корневая система, тургор восстановился, потому что все вот это видно, да, по листьям, что они были вялые, нежизненные, такие обезвоженные, вот правильно сказать. Здесь уже вот растет новый листик, орхидейка ожила. И даже вот она надумала зацвести. Вот цветонос уже у нее появился. Посмотрю с цветоносом. Ну, по идее, у нее все хорошо. Корни хорошие, она может процвести. Я ей дам хотя бы начать цветение. Посмотрю, сколько будет цветов. Если 1-2, пожалуйста. Если там больше 5-6, просто и укорочу цветонос. Пусть она 1-2 цветочка процветет там какое-то время, потом обрежу. И уже пересажу ее орхидейку, обновлю грунт. Посмотрим, как пойдет дальше. Начала распускаться орхидея под названием Champion Lighting. Она у меня бабочка. Все хорошо. Расцвела с мутацией. Второе цветение у нее. Она также распускается не крупной, потом набирает уже величину. Ожидается 5 цветков. Довольно-таки длинный цветонос у нее бы вышел, если бы я оставила такая удочка. Но я вот так вот ее
закрутила на каскад. И получится очень даже компактненько. Очень приятная у нее зеленая, такая зеленые листья красивого цвета. Такой приятный зеленый цвет, светленький. Вот растет она у меня в закрытой системе. Вот так. Но я вам еще ее потом покажу, когда она полностью распустится. Хочу вам показать полный распуск бархатного красавца. Это вариация цветения Микки Шоколад. Фотографии я оставлю, то есть я его покупала, естественно, как шоколадный заказывала. А распустился вот такой темный цветок. Это уже второе цветение. Вот видите, сполох когда чуть-чуть дал мне, так сказать, ну не надежду, но чтобы хозяйка помнила, да, что он должен был быть шоколадным. Сначала была фотография только шоколадного цветочка, ну, заявлена, да, при покупке. Потом уже стали добавлять вот этот вариант цветения. Сначала я, естественно, очень расстроилась, потому что, ну, не оправдалась надежда. А потом мне даже понравился. Цветок очень крупный, до 10 сантиметров, бархатный, долго цветет, не выгорает. Сейчас два цветоноса, вот ответвление и новый цветонос. Но у него проблема с розеткой. Растет неохотно. Вот я пересадила в июле 24 года с хорошей корневой системой. Вот корневая система наросла. Вот мои экспериментальные посадки с фитилем, с трубочкой. Ну, отлично. Есть, конечно, где-то там пропавший корешок, но в целом корни отличные, толстые, крупные, вот от шеи. Но у него вот так вот портится листик. Я уже грешила на клеща, обработала от клещей, протирала, как бы нет признаков клеща. Вот сейчас он у меня стоит. Потом я подумала, что пересвет. Помните, я вам показывала желтого леопарда? Вот они вместе стояли на одной полке. И тот зажелтил листья, этот же зажелтил листья. Но я их убрала. Леопарда раньше убрала. И вы видели, у него зелень вернулась. Сейчас вот, ну не сейчас, где-то уже месяца 3 я убрала из-под той подсветки, а там я просто выключила одну лампу. Я там добавила лампу более мощнее, и получился пересвет. И я сейчас просто одну лампу выключила, но уже не стала их возвращать, поменяла освещение. И вот сейчас обрабатываю вот сульфатом магния и Абигопик. Будем также наблюдать, буду вам показывать реакцию листьев на эти препараты. На само цветение не отразилось. То есть цветы крупные, красивые, корни шикарные. А вот листья он наращивать неохотно, к сожалению. Еще одна красавица. Это парфюмерная фабрика Diffusion. Это одна из фабрик, у которой мне нравится листва, вот очень нравится. Они все, понятно, с крабом, но вот у Diffusion такие вот серебристые листья, сизый и темный краб. К сожалению, шаловливые ручки формировали цветонос на дугу, тянула. И уже разветвленный большой цветонос я обломила. И получилось у нас только цветение на один цветонос. А тут цветонос был даже больше. Представляете, как бы было красиво. Вот с этой стороны пышный разветвленный цветонос.
была бы вообще целая корзина цветов. Так вот прям, если вот так вот они бы сформировались. А вот сейчас вот так. Разветвленный цветоносик один. Все знают парфюмерную фабрику. Цветочки у них не крупные, ароматные. У этой фабрики такая непростая история. Она мне цветущая была куплена в 2020 году. Потеряла корни. Очень долго я наращивала корневую систему. Рост шел очень медленно. Она медленно развивалась вот через перерождение, через детку. Ну, помните, да, как вот потихоньку, лист за листом, вот она росла и наращивала корневую систему. И в конце 22 года выпустила один цветоносик. Процвела 3 месяца. Ну и в среднем она цветет 3 месяца. Парфюмерная фабрика. Но получается у нее цветение где-то через не полный год, а получается вот она процвела с января, да, по март 3 месяца. 23-го уже, да, года. Потом выпускают в конце 23-го года, в ноябре, цветонос. И получается еще 3 месяца. И вот так вот где-то накладывается, что у нее через 8, да, месяцев следующий цветонос. Вот такая красавица, такая у нее красивая розеточка. Ну вот такое цветение. Это у меня такая одна из больших потерь цветоноса. Понятно, где-то бутончик случайно задет. Это одно, когда целый цветонос сломала, это вообще хрусь и все. И нет. Красавица. На этой красотке я буду заканчивать свое видео. Следующее видео начнем вот именно с Cherry Bomb. У меня их две, причем разные. Это ES2 от Яфон и есть ES. Причем тоже она немножко так с выкрутасом у меня в этом году. Уже кто-то смотрел, я уже показывала, когда она начала распускаться. Сейчас она в полном распуске. И посмотрим, что она мне натворила. Ну, вы знаете, сейчас мне нравится, что она натворила. Но об этом я расскажу вам в следующем видео. А пока вот на этой ажурной красоточке. И вот на этой нежности, прекрасном венецианском карнавале я буду заканчивать свое видео. И желаю вам, вашим близким, здоровья крепкого-крепкого, всего самого доброго, благополучия, счастья, мира нам всем. До новых встреч, до новых видео.